Удивительная история о человеческой доброте, сострадании и полной неожиданности жизни произошла холодной зимой в Москве. Это была середина декабря, город утопал в снегу, вечернее небо затянули серые облака, а уличные фонари размывали светом замерзшие улицы. Елена и ее муж Алексей возвращались домой на машине после долгого рабочего дня. Они уже почти доехали до своего района, когда на оживленной трассе увидели нечто, что тут же пронзило сердце Елены тревогой. Прямо по полосе, по которой с гудением проносились машины, шла кошка. Маленькая, обледеневшая, хромающая, сутулившаяся, будто весь мир рухнул на нее. Она шла прямо по проезжей части, словно не замечая ни шума моторов, ни визга шин, ни света фар. Кошка выглядела так, как будто потеряла всякую надежду, будто не ждала спасения и просто шла туда, где станет тише и теплее. Или вовсе не станет. Елена вцепилась в руль обеими руками и резко остановилась. Алексей тоже все понял без слов. Они знали. Времени думать нет. Удар — вопрос нескольких секунд. Алексей включил аварийку, вырулил на встречную полосу и стал прикрывать кошку машиной, создавая ей заслон от мчащихся автомобилей. Елена выбежала из машины в метель и бросилась к кошке. Бедное животное дрожало всем телом, глаза ее были полузакрыты, вся шерсть в ледяных комках, лапы сбиты и кровоточили. Казалось, что она даже не испугалась человека, только слабо мяукнула, как будто от безысходности. Елена осторожно накрыла ее своим шарфом и прижала к груди. Она чувствовала, как мелко дрожит крошечное сердце. Алексей открыл багажник, и кошку уложили туда, так, чтобы ей было тепло и темно. Дома их уже ждали их 6 питомцев, 4 собак, кошка и кролик. Все они в свое время тоже были спасены Еленой и Алексеем. Эта пара была известна в своем районе как добрые люди с большими сердцами. За все годы совместной жизни они не раз помогали бездомным животным, но такого случая у них еще не было. Кошку назвали Муркой за тихое и почти неслышное мурлыканье, с которым она уснула в теплом пледе возле батареи. Первые часы были самыми тяжелыми. Мурка не могла есть, у нее были обморожены подушечки лап, и на шерсти лежал плотный слой льда, который растаял, превратив под ней пол в огромную лужу. У нее был воспаленный глаз, кровоточили десны, ребра торчали. Она выглядела так, будто долго скиталась и едва держалась в живых. Но Мурка сдалась не до конца. Спустя сутки она начала есть с руки, через день осторожно вставать, а через неделю урчать и тереться о руку Елены. Она стала частью их дома, спала на подоконнике, грелась у камина, обнюхивала собачий нос, когда те подходили к ней, удивленно хлопала по уху кролика, который прыгал рядом. Казалось, что ее спасение — да и маленькое чудо, за которое она была благодарна всем своим существом. Однако это было только начало истории. Через месяц после спасения Елена заметила, что Мурка начала стремительно набирать вес. Сначала подумали бы, просто откормили. Но вскоре стало очевидно, у кошки округлился живот, она стала искать уединенные теплые места, а однажды залезла в ящик с полотенцами и начала там устраивать гнездо. Алексей в полушутку сказал: «По-моему, у нас будет прибавление», и оказался прав. Мурка была беременна. Елена замерла. Неужели она была беременной уже тогда, когда мы ее подобрали на дороге? Судя по сроку, именно так и было. И все это время в ее маленьком теле, измученном холодом и голодом, продолжалась жизнь. Мурка несла в себе 5 крошечных, еще нерожденных существ, 5 биений сердца, 5 историй, которые могли оборваться, если бы в тот вечер на трассе никто не остановился.
Супруги даже не обсуждали, что делать. Они решили, кошка родит, и котята останутся с ними, пока не подрастут. «Если не мы, то кто?» — сказала Елена. В назначенный день Мурка родила 5 здоровых, пушистых котят. 3 мальчика и 2 девочки. Родила спокойно, под присмотром Елены, прямо на чистом одеяле в корзине, окруженной заботой и теплом. Дом наполнился детскими писками, шорохами и бесконечным мурчанием. Щенки, кошка, кролик и теперь котята — все это жило в гармонии. Алексей шутил, что они уже на шаг от того, чтобы открыть собственный приют. Но никто не жаловался. Даже собаки с интересом и трепетом наблюдали за малышами, охраняли их и порой укладывались рядом, будто бы поняв, что эти крошки — часть их стаи. Прошло несколько месяцев, котята подросли, научились есть самостоятельно, играть, царапаться, охотиться за носками и падать в миску с водой. Елена нашла для 4 хорошие, добрые семьи, но одну девочку, самую шаловливую и разговорчивую, они решили оставить себе. Ее назвали Чуня. Мурка и Чуня стали неразлучны, а Елена с Алексеем еще долго вспоминали тот самый вечер, когда увидели кошку, шедшую на верную смерть. Они спасли не одно существо. Они подарили жизнь сразу 6. Мурка восстановилась полностью. Она стала ласковой, общительной, перестала бояться громких звуков и даже полюбила сидеть на руках, свернувшись клубочком. Ее глаза больше не были полны страха. В них читалась тишина, уверенность, спокойствие и благодарность. Эта история не просто рассказ о спасении животного. Это история о том, как одно спонтанное, смелое, сердечное решение может изменить судьбы. О том, как среди будничной суеты, пробок, рутины и бесконечной гонки находится место для доброты. И о том, как одна замерзшая кошка напомнила людям, что быть человеком значит быть способным на сострадание. С тех пор Елена и Алексей продолжили свою миссию. Они открыли небольшой приют на окраине города, где сейчас живут более 10 спасенных животных. Многие из них уже обрели новые дома. А Мурка стала символом этого приюта. Ее портрет висит на входе, и каждый, кто заходит туда, узнает ее историю. Мир не становится добрее сам по себе. Его делают таким люди, которые не проходят мимо. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много трогательных и настоящих историй, в которых животные и люди спасают друг друга. До скорых встреч!